Если вас интересует программа легализации в Аргентине по обучению, то этот выпуск для вас. Я задам несколько вопросов юристу Ивану Владимирову. Документы уже поданы в миграционку, а университет неожиданно аннулировал зачисление. Никак не дают справку о зачислении. Учусь онлайн, и мне отказали. Как понять, что попал на мошенника? Сейчас у нас идет серия выпусков, где мы встретились с юристом Иваном Владимировым здесь, в Буэнос-Айресе, в Аргентине, напротив здания Трибуналис. Мы находимся на площади, где также находится здание суда, где успешно выдаются аргентинские паспорта нашим клиентам. И эти выпуски будут посвящены 3 направлениям, по которым легализуются здесь клиенты Ивана. Это рантье, это обучение, и 3 – это роды в Аргентине. Сейчас я хотела бы посвятить небольшое время для того, чтобы ответить на вопросы, которые поступают мне лично и оставляют зрители в комментариях на нашем YouTube-канале по теме обучения. Первый вопрос. По студенческой визе. Поступил, но вуз отозвал через какое-то время приглашение. Документы уже поданы в миграционку, а университет неожиданно аннулировал зачисление. Что делать дальше? Хороший вопрос. Действительно, такая ситуация в Аргентине присутствует в образовательных учреждениях. И я, наверное, отвечу немножко более шире, чем в вопросе задано. Бывают такие ситуации, когда либо отзывается приглашение о зачислении, то есть человек прилетел и планировал зачисляться в конкретный вуз, но приглашение было отозвано. Также есть ситуация, когда вуз не продляет аккредитацию Министерства образования и Миграсьонес для того, чтобы их документы подходили для легализации по этому направлению. Это частая ситуация, поэтому здесь важно подбирать тот вуз, прежде всего, который уже много лет имеет данную аккредитацию, и контролировать процесс, чтобы в официальном перечне образовательных учреждений, который размещен на сайте Миграсьонес, он присутствовал. Потому что продление этой аккредитации происходит ежегодно, и действительно вуз может и не продлить, потому что там есть определенная оплата, которую они вносят для получения этой аккредитации. Соответственно, этот процесс нужно контролировать. Отвечая конкретно на этот вопрос, что делать в такой ситуации? Подбирать вуз, который подходит по требованиям Миграсьонеса, является аккредитованным, и подавать новый пакет документов на легализацию Миграсьонес. Вообще, в целом, сталкивались ли вы с такими кейсами? И, соответственно, если происходила смена учебного заведения, плюс-минус, сколько это времени может занимать? С ситуациями такими сталкивались. Это те клиенты, которые самостоятельно проходили этот путь, находили образовательное учреждение, подавали документы, приезжали в страну, и потом получалась такая ситуация, что это приглашение отзывалось. Ну и вторую ситуацию о том, что отзывалась именно аккредитация у образовательного учреждения. И они уже обращались, что им делать в такой ситуации, и как Миграсьонес к этому будет относиться, о том, что будет изменено учебное заведение. В целом проблемы в этой глобальной нету, но понятно, что ситуация не очень приятная, потому что необходимо оперативно ее решать. По срокам здесь мы обычно закладываем 1 месяц на поиск учреждения, которое подходит, во-первых, по специальности клиенту, и подготовку нового пакета документов для подачи в Миграсьонес. Еще один вопрос от наших подписчиков. Никак не дают справку о зачислении. Местный университет медлит с выдачей подтверждения, сроки поджимают, миграционка требует документ. Что делать? Это Аргентина. Здесь действительно принято все делать не спеша, и это присутствует во всех сферах, в том числе и в системе образования. Поэтому получение подтверждающего документа о том, что студент зачислен и может представить этот документ в Миграсьонес, частенько происходит. Мы рекомендуем подавать весь пакет документов
уже когда получена эта справка и все документы готовы. Про затягивание сроков, да, такое бывает часто, но нужно работать напрямую с учебным заведением и взаимодействовать с сотрудниками. Конкретного решения юридического нету. Здесь, наверное, больше, вопрос к конкретным взаимодействиям, в общем, с органами. Учусь онлайн, и мне отказали. Человек поступил на дистанционную программу Аргентинского университета, но не может получить студенческий ВНЖ. Да, это часто вопрос, с которым к нам приходят клиенты и спрашивают, можно ли поступить на онлайн-обучение, не присутствовать в стране и подать документы, подтверждающие онлайн-обучение, в миграционную службу. Ответ однозначный – нет. То есть отказ абсолютно обоснованный. Дистанционные программы не подпадают под подтверждение легализации в Аргентине. Прежде всего, потому что для Миграсьонес первый важный момент о том, что студент должен учиться, это первое. И второе, он должен находиться в стране. Соответственно, дистанционное обучение предполагает, что он может проходить это обучение из любой точки мира, что для Миграсьонес как раз не является основанием для легализации данного студента. Поэтому важно, когда по программе обучения вы планируете легализоваться, подобрать ту программу, которая устраивает именно Миграсьонес для легализации. Иван, а вы работаете с клиентами из стран СНГ? Да, безусловно, клиенты не только из России, но и в странах СНГ. В целом все русскоговорящие люди – это потенциально наши клиенты. Местный адвокат затянул процесс или взял деньги и исчез. Как понять, что попал на мошенника? И можно ли юридически вытянуть процесс, если уже подали с ошибками? Наверное, разберем здесь два случая. Первый, если уже произошла такая ситуация, вы попали на мошенника, если документы поданы с ошибками, это менее страшная ситуация. Если взяли деньги, но документы никакие не подали, здесь, конечно, неприятная ситуация. Вернуть деньги достаточно проблематично, потому что действительно направление это сейчас популярно и есть много мошеннических схем, которые применяются при работе с легализацией. Как предотвратить? Прежде всего, запросить подтверждающие документы. То есть при обращении к какому-либо адвокату, если вы самостоятельно его нашли, местного адвоката, запросите подтверждающие документы о том, что он имеет образование, попросите его контакты действующих клиентов, которые есть у этого адвоката, и не поленитесь и свяжитесь с ними, потратьте этот промежуток времени, но зато вы получите гарантию того, что действительно это не мошенник. Понятно, что даже при такой проверке на мошенника можно наткнуться. Я думаю, что те клиенты, которые провели эту проверку предварительную и сделали какой-то анализ, да, то вероятность того, что это будет мошенник, очень мала. Второй случай, когда документы уже поданы в суд и там присутствуют ошибки. Тогда здесь мы рекомендуем обратиться уже к специалисту, который не является мошенниками, который может внести эти изменения, потому что в целом течение судебных дел в Аргентине не столь спешное, и если вы действительно поняли, что есть какие-то ошибки, в основном судьи идут навстречу и говорят о тех ошибках, которые находятся и могут подсказать. Но здесь, конечно, важно постоянное взаимодействие с судами. Лучше доверить профессионалам, потому что не все суды открыты для личных коммуникаций и каких-то нахождений, в общем, каких-то ошибок. Потому что, конечно, на законодательном уровне это не входит в обязанность суда проверять ваши документы и находить там ошибки, которые есть. Поэтому рекомендуем проводить изначально проверку тех специалистов, к которым обращаетесь, и обращаться только к проверенным и надежным исполнителям.
Если вы рассматриваете возможность получить легальный статус для проживания на территории Аргентины по программе обучения, задавайте свои вопросы в комментариях или записывайтесь на консультацию. Контакты для связи вы найдете в описании под видео. В следующем выпуске мы поговорим о получении гражданства по основанию рождения ребенка в Аргентине.